привет. Сегодня у нас расклад «Он твоя судьба или ошибка?». И прежде чем начать, конечно же, зову всех в проживание аркан. Да что говорить, проработаете все, мужиков себе хороших найдете. Кто надо, тот зайдет, так скажем, в проживание. Итак, судьба он твоя или ошибка? Давайте в долгий ящик тянуть не будем. Сразу начнем. Итак, единички. Одевайте штанишки и полетели. Ну, смотрите, по двойке мечей у нас вопрос, как всегда. Напомню, что у меня бумажка с вопросами на каждую карту, чтобы я чего-то не забыл, куда-то не туда не ушел. И я всегда вопросы подготавливаю. Почему так говорю сегодня? Потому что расклад у вас сегодня выйдет, а у меня сейчас 4:30 утра. Поэтому так говорю. Просто сейчас расклады вот эти придумал, написал вопрос и думаю, нет, я сейчас сниму. Просто интересно очень. Ну, расклад будут короткими, понятно, да? А этот расклад вы завтра в 8 вечера только увидите. Итак, что сейчас творится между вами по-настоящему, если розовые очки снять и лишний драматизм убрать? Ну смотри, ты по двойке мечей как на качелях катаешься. С одной стороны, вы такие, как сказать, вы кажетесь такой идеальной парой, да? Но с другой постоянно что-то не так. Ты стараешься игнорировать там мелкие конфликты, недомолвки и так далее, потому что ты боишься разрушить эту иллюзию. А иллюзия – идеальная пара. Ну, на самом деле все намного проще. Вы просто оба стоите на месте. Как будто вот застряли в песке, да, в этой, ну, как называется, вот с водой песок в пустынях, в зыбучем песке. Он не делает шагов к тебе, и ты тоже не знаешь, как вообще дальше двигаться. И вы просто сидите и ждете, когда кто-то первый скажет правду. Это знаешь, как два человека друг на друга смотрят, да, но ничего не видят, кроме своих там страхов, ожиданий и так далее. Прогресса никакого, только стагнация. Все это напоминает вам вот зыбучие пески, из которых... чуть матом не сказал. Фиг выберешься. Паш мечей — это у нас какие твои внутренние страхи или желания тянут тебя к нему, даже если все кричит «беги». Да, вот такой вот я фантазер, такие вопросы придумываю им в 4:30 утра. Ну а ты хочешь верить, что он изменится по пажу мечей. Ты думаешь, что если там чуть-чуть подольше потерпишь, что он станет вот тем самым принцем, о котором ты всегда мечтал. И одна боишься остаться. Думаешь, что лучше быть с кем-то, чем совсем без никого, да? Кого я потом найду-то? И ты цепляешься вот за эти маленькие знаки внимания, которые иногда показывает он, да? Делаешь их значимыми у себя в голове. Например, он подарит тебе цветы, а ты сразу думаешь, ну вот, все теперь по-другому будет. Но на самом деле это же только попытки удержать тебя рядом. Ты боишься признать, что эти отношения могут быть ошибкой. Потому что что? Потому что ты уже в них много вложила. Ты хочешь верить, что все еще можно исправить, да, хотя внутри понимаешь, что это не так. Это знаешь, как вот игроманы есть же. Они играют, и в итоге у них вся жизнь превращается в то, чтобы хотя бы свое забрать.
а ты слишком много вложила. Чем он так привлекает или манипулирует, что тебе сложно от него отмахнуться по шестерке жезлов? Ну смотри, он вокруг себя, знаешь, вот такую по шестерке жезлов ауру победителя может создавать. Когда ты вот рядом с ним, кажется, что весь мир становится лучше. Он рассказывает там про свои успехи, о том, как он там трудности преодолевает, сквозь все там продирается. И ты реально начинаешь верить, что он действительно особенный. А он знает, как вызвать у тебя восхищение и использует это. Понимаешь? Например, он там может сказать, что там добился чего-то важного, да, благодаря тебе. И ты сразу чувствуешь себя значимой. Манипуляция это называется. На самом деле это манипуляция или игра. Он просто манипулирует твоими эмоциями, чтобы ты оставалась рядом. Ты думаешь, что помогаешь ему там лучше становиться и так далее. Но на самом деле ты просто поддерживаешь его иллюзию величия. Ему нужно, чтобы ты верила в его силу, чтобы самому чувствовать себя увереннее. Понимаешь? Да, не такой я добрый в 4:30 утра. Но по четверке жезлов это у нас какого будущего он реально с тобой хочет, если выбросить из головы все красивые слова. Но по четверке жезлов это, знаешь, его будущее – это стабильность, удобство. Он не мечтает о большой любви там или там совместных приключениях. Нет. Ему важно, чтобы ты была рядом, чтобы все было спокойно, предсказуемо, выстроено по полочкам, борщ приготовлен и так далее. И он не хочет меняться там или над отношениями работать. Нет. Потому что уже нашел свое комфортное место. Например, он там привык к тому, что ты там всегда поможешь, да, поддержишь, все за двоих сделаешь, когда надо. Он не задумывается о том, что ты там хочешь чего-то большего. Для него отношения, ты знаешь, это возможность иметь рядом такого человека, который решает его проблемы, дает чувство безопасности. Понимаешь, он не собирается строить счастливое будущее вместе с тобой, потому что для него это уже есть, понимаешь? В виде твоей постоянной заботы и внимания. Все просто. Тройка жезлов – это где самый болезненный узел ваших отношений кроется, да, и можно ли его распутать, не ломая себя? Но по тройке жезлов, знаешь, это твое желание быть нужной и его потребность в контроле. В этом вы нашли друг друга. Это узелок. Недавно снимал расклады про узелки, посмотрите. То есть по тройке жезлов ты угодить ему пытаешься, доказать, что ты хорошая, достойная. А он, в свою очередь, это использует, чтобы держать тебя на коротком поводке. Вот и все. Например, он там говорит, что там ценит тебя, твою помощь, но при этом критикует каждое твое действие. И ты начинаешь чувствовать себя просто беспомощной и неуверенной. А узел распутать можно, если ты перестанешь бояться его потерять. Тут по-другому никак. Ты должна понять, что твоя ценность, она не зависит от его мнения. Если ты начнешь доверять себе, своим желаниям, этот узел, он ослабевать начнет. Но для этого есть много «но». Арканы непроработанные, приходи, прорабатывай. Найти в себе силы нужно, противостоять вот этим манипуляциям, говорить «нет», когда это нужно. Но для тебя это пока невыполнимая задача. Становись пиратом, иди в проживание, все проработаешь, и узелок развяжется. Как пела, не помню кто, Осина или как ее,
узелок завяжется, узелок развяжется, а он у тебя только завязывается и завязывается. Как изменится твоя жизнь, если ты решишься на окончательный выбор, продолжать с ним или поставить точку? Ну смотри, точку поставишь, то новый этап будет. Будет больно. Это 10 мечей, это крах. То есть у тебя будет, знаешь, ощущение, что весь мир рухнул. Но именно через эту боль ты найдешь силы для новой жизни. Ты поймешь, что может быть там счастливый и без него. Например, ты там начнешь уделять время себе, своим интересам, хобби, планы на будущее строить. Но сейчас ты как зависимая. Потому что это все-таки 10 мечей, потому что для тебя мир рухнет. Понимаешь? Ты будешь, если точку поставишь, да, там узелок развяжешь, так скажем, то у тебя все будет хорошо. Но первое время 10 мечей — это крах, потому что ты зависим. Это как вот, объясню, есть же вот эти вот зависимые люди, там алкаши, наркоманы и так далее. Вот если у них забрать ихнюю опять сказал, их вот эти вот приборы, да, там стопки, бутылочки, вот это все, то для них мир рухнул, но это им на пользу. Вот у тебя точно так же. Он твоя бутылка, и черпаешь ты из нее 2 руками. Хотя не черпаешь, а он из тебя черпает. У тебя только чувство похмелья. Ну что, давайте перейдем на второй вариант. Двоечки пристегнули штанишки и полетели. Что сейчас между вами по-настоящему, если без розовых очков и без драматизма? Ну, вы в прошлом живете, что тут говорить? Все ваши отношения строятся на том, как было хорошо когда-то тогда. Он постоянно там тебе напоминает, как вы были счастливы. Ты ему... Но никто ничего не делает, чтобы эти чувства вернуть в настоящее. Например, он там может говорить, что вы раньше время проводили классно, на закаты смотрели. Ты тоже начинаешь вспоминать вот эти моменты и про сегодняшний день начинаешь забывать. На самом деле ваша связь, это, знаешь, это больше ностальгия, чем реальные чувства. Вы оба цепляетесь за прошлое, потому что вы боитесь признать, что настоящее-то оно совсем другое уже. И вот вместо того, чтобы вперед двигаться, вы на месте стоите. Старые фотографии, старые мечты перебираете, образно говоря. И вот это у вас создает иллюзию близости, но в действительности вас в настоящем огромная пропасть разделяет. Какие твои внутренние страхи или желания тянут тебя к нему, даже если это не так? Ну, ты эмоционально привязана к нему. Тут понятно, да, королева кубков все-таки. Ты боишься потерять эту связь. Ты его любишь. Ты хочешь быть нужной, важной для него, да? Поэтому ты все стерпишь. Например, ты там легко закрываешь глаза там на его недостатки, на проступки его, потому что внутри себя чувствуешь, что это временно, да, там все изменится потом. И одиночества ты боишься. Ты, как сказать, не эмпатично, а вот когда тактильно. Вот, ты максимально тактильна, ты не можешь быть одна. Одиночество для тебя — это как тюрьма.
понимаешь? И ты надеешься, что спасешь эти отношения, сделаешь их идеальными, как они были тогда, вот как тогда ты хочешь. И твоя потребность вот в этой любви и поддержке, у тебя это здравый смысл затмевает. Ты не хочешь признавать, что эти отношения, начали изматывать тебя. И вот вместо того, чтобы там что-то уйти, да, например, там, или, по кулаку, говорю, по столу кулаком стукнуть, ты просто боишься потеряться и остаться без вот этой опоры эмоциональной. Король жезлов — это чем он так привлекает? Огоньком. Огоньком. Он сильный, он уверенный в себе человек. Когда рядом с ним ты, то тебе кажется, что он всегда знает, что нужно делать, да? И ситуации он контролирует. Красивые слова говорит, обещает тебе там будущее лучше, дает тебе чувство безопасности. Например, там часто говорит, что ради тебя на все готов. И ты знаешь, что это будет так. Понимаешь? Он, может еще играть с тобой. Твоя потребность в стабильности, в уверенности, чтобы он тебя поддержал, это дает открытые дверки к твоему сердцу, к манипуляциям. И вот ты думаешь, что помогаешь ему становиться лучше, но на самом деле ты просто поддерживаешь образ идеального партнера. Но вы выдохлись, нам это карты показали уже. Король кубков — это какого будущего он реально хочет с тобой и так далее. Спокойствие, комфорт. К переменам, к большим он не стремится, к каким-то там глобальным изменениям, глубоким изменениям и так далее не стремится. Ему важно, чтобы ты была рядом, продолжала поддерживать его эмоционально. Король кубков. Он тебя любит. Понимаешь? Сейчас между вами нет вот этой искорки, но есть любовь. Любовь и прошлое. Про настоящее у вас нет ничего. Понимаешь? А в переменах он не видит ничего хорошего и не хочет ничего менять. Его будущее с тобой — это вот размеренно плыть и тебя любить. Вот и все. Где кроется самый болезненный узел ваших отношений и можно ли его распутать? По 8 жезлов это твоя зависимость от его эмоций, знаешь, и его страх перед изменениями быстрыми. То есть ты слишком сильно привязана там к его словам, к его там действиям, и это делает тебя уязвимой. Например, когда он говорит что-то хорошее, то ты сразу чувствуешь себя счастливой. Но стоит ему там замолчать или критиковать тебя начнет, да, то у тебя сразу депрессия, апатия и прочее. А он, в свою очередь, перемен боится. Он старается держать тебя в состоянии постоянного ожидания чего-то большего. И вот этот узел распутать можно только если ты перестанешь полагаться на его мнение и найдешь силы, побежать. Но не от него, нет, а вместе с ним. Потому что он пустил якорь. Он тебя любит, вы плывете, у вас все хорошо, понимаешь? И если хочешь развиваться и двигаться, хватаешь его за руку и мчишься вперед. У вас любовь, но вот эта стагнация у вас. Как изменится твоя жизнь, если ты решишься на окончательный выбор? Тут, знаешь, у вас все хорошо. Но если хочешь новый этап, то, знаешь, по суду это... Если ты побежишь вместе с ним, то ваша жизнь, она, по суду-то,
сможете строить планы на будущее и идти вверх, понимаешь? То есть у вас будет, как сказать, вот он боится, да, там изменений больших и так далее, и он их полюбит. Это не карта любви, а вот по суду, вот как по-другому сказать. То есть, что получаешь, что делаешь, что и получаешь. Побежите вместе вперед, значит, пойдете вверх. Если он, как говорится, тебя заякорит тоже, и вверх не побежит, то так все и будет. Это по суду. То есть по заслугам их, как говорится. То есть или вы стоите, или вы не стоите. Тут, знаешь, перед вами все двери открыты, а вы в стагнации. Соответственно, будете бежать, будете много, как говорится, плюшек получать. Не будете бежать, тоже ничего плохого нету. Все по суду. Ну, стагнацию я понимаю, то, что просто вот тебе приедается обыденность. Давайте перейдем к третьему варианту. У троечек, как всегда, все не в порядке, да? Влюбленная карта выбора, и что сейчас между вами? Выбор. Все, вы на перекрестке стоите. Постоянно ты колеблешься между тем, вот как остаться или уйти. И каждый раз, когда вы вместе, ты чувствуешь вот смесь эмоций. Вроде любишь, вроде не любишь, вроде злость, а вроде разочарование, да? И вы как будто в воздухе зависли и не решаетесь ни вперед, ни назад. Перекресток, карта выбора. Он тоже не дает четкого сигнала. Иногда он кажется тебе идеальным, а иногда кошмаром настоящим. Это знаешь, как постоянная игра в угадайку. Где правил, как говорится, никто не знает, а угадать надо. На самом деле вы оба боитесь принять решение, потому что оно изменит все. Но пока вы в молчанке играете, ваши отношения, они в подвешенном состоянии так и будут, да, на карте выбора. Ни прогресса, ни понимания. То ли люблю, то ли не люблю. Какие твои внутренние страхи или желания тянут тебя к нему, даже если не надо, да? Одиночество боишься, зависимость у тебя от него. Ты думаешь, что ты без него, никому не нужна будешь. И это все заставляет терпеть там и недостатки, и худшие стороны. Например, ты там закрываешь глаза там на контроль чрезмерный. Потому что боишься потерять. У тебя нездоровая зависимость по дьяволу. Ты хочешь верить в лучшее будущее, но... Нет, я бы сказал, любое будущее с ним для тебя лучше, независимо от того, где ты находишься. Или ты, как говорится, у тебя с любимым рай в шалаше, у тебя к нему нездоровая связка, привязанность. Туз жезлов, в чем он тебя привлекает? А он огонек. Он энергичный, он вдохновляющий. Рядом с ним, когда ты чувствуешь, что у него много идей, планов на будущее и так далее, и что новая жизнь, и что успехов добьемся, и ты, конечно же, начинаешь верить в его слова. Например, он там расскажет, да, что хочет бизнес создать или там свое что-то начать, и ты уже видишь с ним себя рядом вот в этой яркой витрине, так скажем, да, вместе рядом сидите на троне. Но на самом деле это же красивое обещание. Ты же видишь, как все поменялось с момента вашей встречи.
А он использует твою потребность в мотивации и уверенности, чтобы рядом тебя держать. Ты вот думаешь, что помогаешь двигаться вперед, но на самом деле ты просто поддерживаешь его иллюзию, вот эту иллюзию короля, иллюзию величества. Понимаешь? Он не собирается меняться или над собой работать, потому что ему удобно быть тем, кто всех вдохновляет. А ты веришь в его слова. Почему так трактуют туза жезлов? Потому что дьявол и колесо фортуны. То есть это, знаешь, вот абы-кабы. Какого будущего он реально хочет с тобой? Это игра кота в мышку. Кота и мышка, как Том и Джерри. Он не хочет стабильности или каких-то там долгих планов. Нет, он как сказать, он игрок. Ему важно, чтобы были отношения всегда там в движении, со взлетами, падениями и так далее. А строит из себя туза жезлов, понимаешь? Я поэтому туза жезлов так читал. Например, он там говорит тебе, что «я хочу жениться на тебе». Вот просто вспомни первые ваши свидания. Он хотел жениться на тебе, там все говорил, там красивые слова. И что, сейчас есть это? Если расклад твой, то нету. Потому что колесо фортуны. Он тебе наобещал сейчас продолжать туза жезлов делать из себя, а на деле колесо фортуны. То есть абы-кабы, давай, детка, я, говорит, огонек, я огонек, но сколько времени прошло? Для него отношения это, знаешь, это возможность иметь рядом человека, который будет идти за ним с открытым ртом и во всем поддерживать. К изменениям он не стремится, к развитию он не стремится, потому что ему нравится жить в хаосе. И он тебе, скорее всего, игрок или игрозависимый, вот когда-то был. Его будущее с тобой – это вечное колесо, которое вот крутится и ни покоя, ни счастья. Он не видит необходимости в переменах и менять ничего не хочет, потому что ему нравится так жить. Ни да, ни нет и так далее. Где кроется самый болезненный узел у вас? Ну, твоя зависимость от его внимания и его собственная жадность. Ты схватилась за его внимание, а он за свою жадность. То есть ты слишком привязана там к его словам, к действиям. И вот ты жадна до его внимания. Понимаешь? Например, когда он уделяет тебе внимание, ты чувствуешь себя счастливой и прям готовы стихи писать и так далее. Как только вы поругаетесь, у тебя апатия. А он боится делиться своей настоящей жизнью с тобой. И все контролирует вокруг, все по четверке пентаклей. Абсолютно все. И он всегда хочет быть главным, даже если ты тянешь все на себе. А ты, скорее всего, тянешь и не раз его вытаскивала отовсюду. Этот узел распутать только если ты перестанешь верить каждому его слову. Все его слова — это попытки контроля. Четверка пентаклей. Понимаешь? Ты себе не доверяешь, ему ты доверяешь. У тебя нездоровая зависимость. Понимаешь? Нужно доверять себе, а не словам. И так ты сможешь освободиться от его влияния, и если захочешь начать новую главу в жизни, то сможешь. Легко. Легко. Пятерка жезлов — это как изменится твоя жизнь, если ты решишься на окончательный выбор. Ну смотри, точку, если решишь поставить, то у вас будут огромные, как сказать, ну не драки, а разборки. Понимаешь? И у тебя внутри будет раздрай огромный.
потому что решение придется принимать самостоятельно. Ты начнешь уделять время себе, своим интересам и так далее, когда ты пройдешь 5 жезлов, но он тебя просто так не отпустит. Это будет, знаешь, примерно как: я тебе подарил это, я тебе подарил это, верни мне все это, и вот такие вот разборки, понимаешь? А потом ты вздохнешь. Мне 5 жезлов даже трактовать не нужно, потому что это разборки с ним. Дележка, подарки возвращай, я тебя кормил и так далее и тому подобное. То есть вот это все низкое. Поэтому не хочу трактовать грязно прям. Как представлю, так вздрогну. Потому что много таких историй наслышан. И понимаешь, да, что будет по 5 жезлов. Ссоры, разборки. Верни мое кольцо, которое я тебе подарил 25 тысяч лет назад. Ну, примерно так. Ну что, пойду я спать. Вы сегодня через... Ну, сейчас 5 где-то так. Ну, вы сегодня увидите этот раз. Приходите сегодня в проживание арканов. Чего вы какаете, да? Вот, самая лучшая реклама. Вот, ну все, давайте, я пойду спать. Завтра с утра загружу, а в 8 вечера вы уже посмотрите. Всех люблю, хоть вы и паразитки немножко. Доброй ночи.